Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре британский премиум крейсер 6 уровня «Лондон». Тяжелый крейсер «Лондон» был спущен на воду в 1927 году, а в 1929 вошел в состав Королевского военно-морского флота. В годы Второй мировой сопровождал арктические конвои. С 1944 принимал участие в операциях британского флота у побережья Индонезии и Малайзии, а в 1949 был выведен в резерв и впоследствии продан на слом. В Адмиралтействе «Лондон» предлагается за 5800 дублонов. Начнем обзор со статистики по всем крейсерам 6 уровня за последние 28 дней. И здесь крейсер имеет высокий процент побед – 53,8%, и занимает позиции выше средних по опыту, урону и количеству потопленных кораблей, а также находится на 4-м месте по количеству проведенных боев. Сегодня разберем характеристики крейсера, определим его сильные и слабые стороны и, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Крейсер имеет хороший запас очков боеспособности на уровне 34 600. Противоторпедная защита крейсера всего 4%. И это значит, что при попадании торпеды с большой вероятностью будут наносить полный урон. «Лондон» по цифрам имеет кое-какое бронирование, но на практике все не так. К примеру, толщина бронирования цитадели 114 мм, но сама цитадель торчит из воды. Бронирование обшивки в центральной части всего 25 мм, а в носовой и кормовой части 16 мм. Бронирование палубы в центральной части 25 мм, а в носовой и кормовой 16 мм. И никуда не делись надстройки с толщиной бронирования всего 13 мм. Вдобавок настройки огромные и занимают большую часть палубы. И такое бронирование иногда способно защитить от залпов малых калибров, если своевременно подставлять ромб. Но линкоры и тяжелые крейсеры будут наносить урон в любую проекцию. «Лондон» имеет неплохую маскировку на уровне. Прокачав перки капитану, получим 10,5 км заметность кораблей и 5,9 с самолетов. И такая маскировка иногда позволит играть более остро, а также выйти из засвета в критических ситуациях. Следует обратить особое внимание на параметр заметность после выстрела главного калибра в дымах, который составляет 6,8 км. В этом радиусе часто может находиться вражеский эсминец, который демаскирует крейсер после выстрела из дымов. Базовая скорость хода 32 узла, и это невысокая скорость на уровне. А вот к маневренности претензий нет. Средний радиус циркуляции 710 метров и хорошее на уровне время перекладки рулей 7,8 секунды. Перейдем к орудиям. 8 орудий в 4 башнях с довольно крупным калибром 203 мм. Дальность ведения огня всего 13,4 км, низкая на уровне. И, к сожалению, увеличить ее никак не получится. Снаряды имеют неплохую скорость полета 855 метров в секунду, а баллистика стрельбы хорошая. Вот только орудия имеют не самые лучшие углы стрельбы и низкую скорость перезарядки 15 секунд, что негативно сказывается на ДПМ. Скорость поворота башен средняя. 8 орудий с несколько заниженным уроном фугасных снарядов 2850 единиц выдают приличный вес залпа, но крайне низкий на уровне ДПМ на фугасах. ДПМ на бронебойных снарядов с уроном 4550 единиц худший на уровне. Низкий ДПМ на уровне часто не позволит в прямом противостоянии перестрелять одноклассников, а потребует определенной стратегии. Основным типом снарядов будут фугасы
с высоким бронепробитием 34 мм и хорошим шансом пожара 15%. Противоминный калибр крейсера имеет 8 орудий с калибром 102 мм и бронепробитием 17 мм, а дальность ПМК всего 5 км. И такой ПМК не будет определяющим в бою. Торпедное вооружение крейсера представлено двумя четырехтрубными торпедными аппаратами с возможностью потрубного пуска торпед. По 4 торпеды на борт с плохими углами пуска. Характеристики торпед следующие. Один из лучших на уровне, шанс затопления 262%. Максимальный урон каждой торпеды 15 733 единицы. Средняя на уровне дальность хода торпед 7 км, конечно, не позволит совершать инвизные пуски. Скорость хода торпед средняя 59 узлов. Заметность торпед тоже средняя 1200 метров. И долгое время перезарядки 106 секунд. И, пожалуй, нужно сказать несколько слов о реализации потрубного пуска торпед. Используя потрубный пуск, появляется возможность пуска торпед с фактически неограниченной шириной веера торпед. Но если повезет встретить линкор, который пытается танковать стоя на месте, то в этом случае есть возможность загнать максимальное количество торпед именно за счет потрубного пуска. Таким образом, Лондон получил ситуативные торпеды с плохими углами пуска, средней дальностью хода и довольно перспективным потрубным пуском. И остается лишь удачно реализовать этот потенциал. Авиаудар имеет дальность сброса 6 км, а потенциал урона стандартный для класса на уровне. Максимальный урон бомб 3400 единиц. К сбросу готово одно звено с одним самолетом. Причем количество бомб на самолете всего одна. И таким авиаударом мы очень долго будем топить вражескую подводную лодку. ПВО крейсера представлено тремя аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 140 единиц. Средняя аура с радиусом действия 2,5 км и уроном 84 единицы. И дальняя аура 5,8 км с уроном всего 56 единиц. ПВО, с одной стороны, имеет большой радиус действия, но вот только основной урон сосредоточен в ближних аурах, что не помешает авику проводить эффективные атаки. Для игры на крейсере без особой боли командир должен изучить следующие перки. Первый перк – наводчик. Увеличит скорость вращения башен и повысит комфорт ведения огня. Второй перк – взрывотехник. Увеличит вероятность поджога и радиус взрыва глубинных бомб. Третий перк – суперинтендант. Добавит очень нужную хилочку, 1 габ ближнего действия и дымы. Четвертый перк – мастер маскировки. Снизит заметность и повысит общую эффективность крейсера. Но если хочется влиять на бой, дальше можно изучить следующие перки. Пятый перк – отчаянный. При потере боеспособности снизит время перезарядки вооружения. Шестой перк – мастер борьбы за живучесть. Увеличит боеспособность крейсера. Седьмой перк – отличник артиллерии. Позволит более эффективно отработать по внезапно появившейся цели. Восьмой перк – заряжающий. Позволит своевременно использовать бронебойные против бортоходов. На Лондон я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилить живучесть главного калибра и торпедных аппаратов. Второй слот – защита машинного отделения. Повысить живучесть двигателя и рулевых машин. Третий слот – орудие главного калибра. Повысит комфорт ведения огня. Четвертый слот – энергетическая установка. Позволит крейсеру быстрее набирать скорость и выходить из-под огня противника. Доступное снаряжение крейсера.
Стандартная аварийная команда, время работы 5 секунд и перезарядки 60 секунд. Ремонтная команда, которых в базе всего 2 штуки. Наличие хилки у крейсера существенно повышает его живучесть. Время хилки 10 секунд, а перезарядки 80. Гидроакустический поиск ближнего действия. Время работы 180 секунд, а перезарядки 120. ГАП повысит выживаемость крейсера в бою за счет гарантированного обнаружения торпед и кораблей на дистанции 3 км, а также несколько повысит эффективность крейсера в борьбе с подводными лодками, дальность обнаружения которых 2 км. Дымогенератор. Время постановки дымов 15 секунд, рассеивание 99 и перезарядки 160 секунд. Эти дымы короткие и в первую очередь необходимы, чтобы выйти из-под огня противника. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Подводя итоги, следует сказать, что Лондон – довольно медленный крейсер с не самым лучшим бронированием, а орудиям главного калибра не хватает ни дальности стрельбы, ни скорострельности. Выживать крейсеру придется за счет приличного количества очков боеспособности, хорошей маскировки и расходников, среди которых хилка, дымы и гидроакустический поиск ближнего действия. Побеждать крейсер должен за счет грамотного позиционирования в бою, высокого веса залпа орудий главного калибра и реализации бронебойных снарядов против бортоходов. А торпедное вооружение с патрубным пуском, хоть и ситуативно, но способно ощутимо пополнить копилку урона. Всем мира и добра, и до новых встреч в следующих видео.